Всем привет! Вы на канале Button IT и с вами Саня. В этом видео я покажу, как устанавливать лицензионные патчи на лицензионные игры с помощью постоянных дебаг настроек, доступных без хэна. Это может быть полезно людям, у которых большая коллекция лицензионных игр, но они используют свою PS4 без сети и на старой прошивке. Для установки патчей нам понадобится гибридная прошивка 755. У меня уже было видео с разбором ее возможностей, поэтому тут я не буду сильно останавливаться на этом, а перейду сразу к сути. Кстати, на 5.05 и 6.72 также есть гибридные прошивки, и там это все тоже будет работать. А вот владельцы 7.02, к сожалению, в пролете. Ну и давайте приступим. Для тех, у кого 5.05 и 6.72, нужно ставить Cex to Semi-Dex. Но из-за того, что у меня стоит прошивка 7.55, мне нужно ставить Resys Hybrid Flasher. Эти программы устанавливаются, как и все приложения, через дебаг настройки и позволяют добавить дополнительные функции из консоли для разработчиков. Запускаем. Перед нами максимально простое меню. Установка и выход. Жмем на единственную кнопку установки. Нас предупреждают, что если что-то пойдет не так, то нашей консоли конец. Я, конечно же, соглашаюсь, но имейте в виду, это не шутка. Если у вас выключат свет во время установки, то консоль, скорее всего, станет кирпичом. Также бывает, что в конце у вас вечно будет висеть черный экран. Тогда надо будет переустанавливать прошивку. Поэтому перед установкой этого мода советую сделать бэкап ваших данных. Наблюдать установку было страшновато. Софт сырой, и все может закончиться плохо. Хотел бы подчеркнуть, что официальные патчи распространяются свободно и бесплатно. Я не поддерживаю пиратство и призываю всех использовать только лицензию. Установка прошла успешно. Теперь в главном меню есть DevKit панель и другие дополнения из дебаг прошивки. Дебаг настройки доступны прямо из меню, без активации хэна. На 6.72 дополнительных функций намного больше. Перейдем в настройки, посмотрим информацию о системе. Версия прошивки также изменилась. Теперь отображается номер соответствующей версии 7.55, но уже от TestKit версии ПО. Там нумерация шире. Происходила перезагрузка, но дебаг настройки доступны как и в настройках, так и в главном меню. Вставляем диск с игрой и ждем установки. Показываю на чистую игру. Версия 1.0. Теперь переходим на ПК. Перед вами отличный сайт, на котором можно найти официальные патчи под 99% игр. Они совместимы только с лицензионными дисками. Находим тут страничку с игрой Uncharted. Перед нами несколько вкладок. В данном случае есть только европейские версии, но обычно тут еще бывают игры американского и японского региона. Код диска у них тоже разный. И как вы, наверное, догадались, игра и патч должны быть одного региона. У меня это европейская версия. Код диска написан на торце коробки. Так что определить регион и код диска вашей версии не проблема. Заходим и смотрим максимальную версию, доступную для вашей прошивки. Напомню, что бэкпорты не совместимы с лицензией. В моем случае игра старая, поэтому доступен актуальный патч. Нажимаем на окно и скачиваем его. Теперь берем любую флешку или жесткий диск в формате EXFAT и кидаем патч в корень флешки, или жесткого диска. Все, возвращаемся к PS4. Хэн не активирован. Для примера запускаю Homebrew программу и получаю ошибку запуска. Это я доказываю, что ничего не подделал и не активировал. Заходим в дебаг настройки из главного меню. Game. Ошибка — это нормально. Игнорируем. Package Installer. И видим ранее скопированный патч. Жмем крестик. Установка началась. Да, получилось. Ждем окончания процесса. Готово. Смотрим версию игры. Вот, 1.02. Все получилось. Осталось проверить запуск игры. Этот способ позволяет ставить только официальные патчи и демо-версии игр, которые подписаны специальным ключом от производителя. Установка фейк PKG версии игр без активации хэна будут выдавать ошибку. Видим, что игра работает. Если по какой-то причине вам нужно откатить версию игры, например, для того, чтобы использовать тренеры, то можно воспользоваться программой Patch Installer. У меня было отдельное видео про нее, ссылка будет в описании. Целью видео было показать еще одну необычную особенность гибридной прошивки. Логическое применение я вижу только для пользователей с кучей лицензионных дисков. Мне уже стали заранее присылать донаты на новую приставку. Большое спасибо, но я все же надеюсь, что моя фатка еще немного поработает для вас. Также большое спасибо Яриксел за повторный донат. Да, обязательно надо будет брать PS5. Скорее всего, уже вторую ревизию с 6-нанометровым техпроцессом. Надеюсь, она выдержит все испытания. Также спасибо Тимуру Алибегову за поддержку на Патреоне.
Вот мой инстаграм. Я его использую для связи и отвечаю на сообщения. Ссылки на донаты и Patreon будут в описании. И как всегда, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До свидания.